Ladies, сегодня мы отправимся в увлекательнейшее путешествие по поиску нуля. Поэтому устраивайтесь поудобнее, налейте чашечку горячего кофе и начнем. Хотя перед тем, как начать, хотелось бы сказать о том, что вы можете прямо сейчас поставить лайк этому видео и написать благодарность в комментарии. Этот навык поиск нуля особенно полезен для пользователей кофемолок Команданте, потому что здесь нет никаких обозначений, кроме того, что мы видим, что здесь есть указатель увеличения или уменьшения крупности помола. В то время как на других кофемолках у вас есть цифры, которые, возможно, помогут вам в поиске нуля. Помимо того, что мы разберемся, как же находить настоящий ноль в кофемолке, мы разберем самую частую ошибку при поиске нуля. И это будет огромной проблемой для тех, кто не посмотрел видео до конца. Итак, почему же этот навык поиска нуля очень необходим для пользователей кофемолки Команданте? Существует мнение, что пользователи данных кофемолок могут делиться своими рецептами и отправлять просто количество щелчков, необходимых для заваривания кофе. И это было бы очень удобно и экономило бы кофе. Но на самом деле мы живем не в идеальном мире, и даже Команданте используют разную геометрию жерновов в зависимости от года выпуска. В данный момент это МК4, и возможно через время в МК4 будут другие жернова. Но мы немного отошли от темы. Как же установить ноль? Для начала заблокируем жернова. И на этой кофемолке делать это очень удобно, потому что мы можем держать регулятор и крутить ручку. Мы закрутили жернова до максимума. Сейчас ручка не крутится. После того, как мы сделаем щелчок, ручка не крутится. Под своим весом она не падает. Мы сделали еще один щелчок, и ручка не может находиться в данном положении. Она падает под собственным весом. Это единица, а 0 находится здесь, когда ручка еще не падает. Но при этом будьте крайне осторожны, потому что бывает такое, что у вас остаются зернышки в жерновах, которые препятствуют падению ручки. И при незначительном усилии ручка прокрутится и начнет падать. И это может привести к тому, что вы ошибетесь на один клик, а иногда на два. При этом производители кофемолок указывают, с какого щелчка можно ее использовать. И даже если у вас жернова при первом делении немного трутся, это нормально. На втором клике они тоже трутся, и это тоже нормально. Самое главное, что жернова не блокируются, а это трение незначительно повлияет на их срок службы. По крайней мере, в данном варианте. Но разберем еще одну важную деталь. Так как здесь есть огромное количество щелчков, вам просто надоест их считать вручную. Есть более быстрый вариант. Для этого переводим кофемолку в 0. Напоминаю, это единица. Вот это 0. Установите палец на регуляторе помола. Заблокируйте его и поверните ручку на 360 градусов. И по идее это должно быть 12 щелчков. Давайте проверим. Очень близко. На самом деле этот способ не самый надежный, поэтому я считаю щелчки вручную. Что же, надеюсь, это видео было очень увлекательным и полезным. И в этом году вас ждет новое потрясающее видео с обзором самой популярной роторной кофемолки. И это видео было бы невозможно без вашей поддержки на Patreon. Поэтому подписывайтесь на Patreon, чтобы полезных видео выходило больше. Короче, ребята, вот
как можно вообще не знать? На сайте ж производителя написано, как установить ноль. Есть видео. Просто заходите на команданта, и там все есть. Все инструкции, все вопросы-ответы. Зачем вот это вот? Мне пришлось целое видео делать про установку нуля. Ну, в общем, надеюсь, это было полезно. И с Новым роком, вот как Кофе Макс Грин говорит, с Новым роком тыгривать. И, кстати, в этом году очень классная позиция в Радио Кава, которая называется Папуа Новая Гвинея Western Highland Grassroots. Очень крутой кофе, поэтому рекомендую всем попробовать. Свежий, всего лишь 2 мешка его, поэтому не пропускайте. Реально стоит того. Помните, кофе бывает разный. До новых встреч. И насчет кофемолки не стебусь. Будет роторная кофемолка, очень крутой обзор, очень подробный и очень многогранный. Поэтому поддерживайте на Patreon и до встречи.